Друзья, буквально час назад наши ребята уверенно вышли из группового этапа, и я сейчас с Романом Дворянкиным, нашим генеральным менеджером, уверена, что ты, Ром, в хорошем настроении, да? Слушай, ну в Бостоне было примерно то же самое, и там поводов для хорошего настроения, как потом оказалось, было не так, чтобы много. Сыграли нормально, но могли лучше. Поэтому ждем жребия, ждем того, что решит судьба и властители судьбы с компанией Valve. Посмотрим. Ну, смотри, сейчас не только наш Dota-состав демонстрирует прекрасные результаты, но и состав Полола, который сейчас как раз находится в Бразилии, если я не ошибаюсь, они уже сегодня должны быть там. Какие там надежды, какие там ожидания? Ребята долетели. У них был длительный перелет через Париж, ночной, поэтому, да, они вот сегодня не так давно прилетели, готовятся. Группа, в общем, достаточно проходибельная, да, но для ребят, в любом случае, это первый опыт подобного рода. Никто из них на таких турнирах раньше не был. Это Бразилия, это Сан-Паулу, фавелы, опасные развлечения, поэтому посмотрим, как они справятся с давлением южного полушария. Но если серьезно говорить, то я думаю, что вполне по силам нам выйти в основной групповой этап, но все будет зависеть от того, как сыграют ребята. Я вот хотела еще отметить, это тот самый редкий случай, когда, если кто-то не знает, у нас просто в ВОЛ составе играют ребята-футболисты в прошлом, подписали отечественных футболистов, и они не подвели. Это важно. Футболисты не подвели, да, но на самом деле будет шанс у них уже буквально 10 июля в Кёльне вместе с такими известными мастерами бутси мяча, Снаксом, Пашей Бицепсом, Фолином и его бразильской бандой. Простите, ветер. Сыграют. Да, уже 10-го в одной команде с капитаном Соло, с капитаном команды Бицепс. Наш Ваня Типухов сможет показать, является ли он достойным наследником Андрея Шевченко. Достойным участником разных весовых категорий со Снаксом. Да, там вот реально словно моська. Ну вот как раз планы перешли к Counter-Strike. Следующий мажор по КС пройдет в Кракове, родном городе Снакса. Что ждать, к чему готовиться? Готовиться к тому, что будет лучше, чем сейчас. Хорошо. Что в принципе несложно. А если серьезно, то ребята сейчас проходят через такой сложный, но плановый предсказанный этап. У них сменился ингейм-лидер, как раз лидирующий функции на себя взял Снакс, да, поэтому мы сознательно готовимся именно к Кракову. Мы знаем, как должна быть выстроена подготовка. Открою небольшой секрет, с ребятами сейчас начал работать дополнительный специалист по тактике, который помогает Кубину, который помогает Снаксу. Посмотрим, какие результаты это даст. Но это не Папа Нео, правда? Не, Папа Нео на другую команду работает. Хорошо. Ну, помимо игровых каких-то перипетий в нашей компании сейчас происходят и какие-то новые движения с рекламными партнерами. Вы подписали недавно совсем контракт с Mr. Cat и, по-моему, если не ошибаюсь, с Медиамаркт. Вся Москва стояла на ушах, когда Бицепс прилетел. Что происходит? Слушай, ну, сейчас происходит такой логичный процесс, когда в киберспорт приходят крупные рекламодатели, и мы постепенно, у нас происходит замещение, там даже это видно по нашей форме, становится все меньше и меньше логотипов таких классических спонсоров, которые в основном производят там оборудование для компьютеров или какие-то сервисы предоставляют, и на их место приходит уже классический клуб крупных рекламодателей, которые в киберспорте видят хороший канал коммуникации с аудиторией, и я на самом деле очень рад, что мы подписались с Медиамарктом, вот буквально недавно Паша был на съемках ролика в Москве. Mr. Cat это все-таки такая крупная китайская компания, они организовывают турниры, у них есть сайт, который пишет о киберспорте, вроде нашего киберспорт.ру, и для них это, наоборот, шанс выйти на международную арену, да, там заявить о себе, потому что у меня уже 1000 людей спросило, мне кажется, ну, что такое Mr. Cat, и не то ли самое кафе в Киеве, в котором, недалеко от Палаца Украины, в котором часто киберспортсмены в прошлые годы ходили вечером чайку выпить. Ну, хорошо, будем надеяться, что будет долгое плодотворное сотрудничество и удачное. На пользу только. Мы только за. Мы любим наших партнеров и делаем все, чтобы им было тоже хорошо, так же, как и нам. Mr. Cat. Mr. Cat. Ром, VP – это очень активный в последнее время участник Веса. Какие у нас там интересы? Зачем нам это вообще нужно? Деньги.
Не, ну если серьезно, то помимо денег, да, конечно, призовые никто не отменял. На самом деле мы видим это как очень важный канал по изменению каких-то вещей в киберспорте, которые, например, мне там со стороны кажутся, ну, немножечко в хорошем смысле дикими, да, там мы сейчас, у нас есть там специальная рабочая группа вместе с группой игроков, да, там, и мы вносим очень много предложений, связанных с тем, чтобы был более внимательный, более полный допинг-контроль, был более внимательный контроль над тем, что игроки там не используют никакие дополнительные девайсы, что у них в клавиатуры не вмонтированы специальные жучки, которые увеличивают скорость отклика или которые позволяют что-то делать, да, то есть это такая полномерная работа, и я уверен, что благодаря Весе мы сможем двинуться вперед и сделать киберспорт более прозрачным. Ром, я вернусь немножко к футбольному вопросу, как-то не странно. В матче против бразильцев, как раз SK Gaming Virtus.pro, хочет принять участие их управляющий директор бразильцев, соответственно. Не было ли у тебя желания поучаствовать во всем этом? Слушай, ну я на самом деле искренне надеюсь, что Алекс Мюллер сыграет против бразильцев, несмотря на то, что он играет в их команде и поможет нам. Ты знаешь, я большую часть своего времени в детстве проводил в бассейне, поэтому, честно, с футболом дружу не очень, вот, но это круто, что Алекс в такой классной форме, и на самом деле он один из самых задиристых участников этого матча с их стороны, поэтому посмотрим, на что он способен. Кстати, по тебе муха ползет. Ну вот, собственно, об участнике команды, не футбольной, так киберспортивной. Если бы у тебя была возможность попасть в один из составов Virtus.pro в качестве игрока, ты бы пошел вот куда? Слушай, ты знаешь, когда я только пришел, и у менеджера состава по Counter-Strike Якуба супруга как раз рожала дочку, он не смог поехать на несколько турниров. Мне, на самом деле, очень понравилось бегать на побегушках за поляками в Нью-Йорке. Это было реально забавно достаточно, потому что у них очень такое тонкое чувство троллинга, да, там, знаешь, и иногда Паша повернется и скажет: быстро, Red Bull холодный. И ты, значит, холодненький редбульчик, и ему назад. На самом деле это было очень прикольно и приятно, поэтому я бы с ним еще в таком качестве поработал обязательно. Я понимаю тебя, но я на побегушках у Соло. Ну, собственно, начинала я с группового этапа, с наших прекрасных результатов. Скажи, пожалуйста, как проходил тренировочный процесс? Ну, то есть, какие организация предпринимала меры для того, чтобы вот такие результаты получить сейчас? Насколько это было важно? Это было очень важно. Ребятам важно было не мешать. Важно было сделать так, чтобы они могли спокойно в нужное время собраться, да, то есть после квалов на, собственно, на мейджор ребята разъехались по домам, друг от друга немножко отдохнули, потом в самом начале апреля с новыми силами собрались, сначала поиграли сами, потом к ним приехал, собственно, Ваня Антонов, дополнительно шлифанул те вещи, которые нужно было шлифануть. Ребята, как бы у ребят есть очень четкое понимание того, чем нужно играть, чем и когда этим нужно играть, да, то есть, ну, я не скрою, что, мне кажется, Илья уже об этом говорил, что то, что было сейчас на групповой стадии, больше было похоже на то, чтобы как бы выиграть и сыграть, и еще ничего не показать. Да. Поэтому мы увидим дальше в плей-офф уже какие-то рабочие стратегии, рабочки. Вот, кстати, если есть вопрос, почему не снимали буткэмп? Потому что не мешали ребятам. Да, на самом деле, несмотря на то, что некоторые члены команды прям жаждали и хотели, говорят, хотим Маше показать бассейн, но хотим, так сказать, в джакузи, вот, но... Ну, конечно, Лил да, но нельзя. Ребят ничего не должно было отвлекать. Вот после Киева можно будет уже, так сказать, гульнуть. С Рамзесом. Ему теперь есть уже теперь 18, уже можно, да. Вози за 100 Марии, 18 мне уже. Ром, лично у меня есть огромный вопрос по поводу двух принципиально довольно похожих дисциплин – Дота и LoL. Я не понимаю, почему происходит так, что сообщество в LoL, сами игроки, они очень сильно отличаются от Дота-сообщества. Можно говорить, что там о токсичности, о каких-то таких вопросах, но, в общем, ты сам как думаешь, почему так происходит? Что с этим можно сделать? Может быть, как-то сбалансировать это, что ли? Я не знаю. Слушай, ну мы все-таки сейчас на мейджоре по Dota 2, поэтому я отвечу так, как отвечают Dota комьюнити. Dota сильно более сложная игра. Безусловно. Более того, дотеры считают игроков в LoL просто кажуальщиками такими, там, знаешь. Поэтому их оправдание заключается в том, что игра гораздо более сложная, у них просто не остается силы времени на то, чтобы, значит, вот делать всю эту медийную шелуху и так далее, как они это называют. А с другой стороны, мы видим как бы примеры Ильи, мы видим примеры там Ромы, Резолюшена, мы видим примеры там многих других игроков, у которых, в принципе, этого времени не хватает. Поэтому я думаю, что здесь очень много зависит от издателя. Riot Games проделают просто огромную работу для того, чтобы помогать игрокам развивать свои медийные навыки. Riot Games.
Красавчики. Да, но как бы Riot Games на самом деле делает очень много, сама вкладывает много времени и сил в то, чтобы обучить игроков, показать им, как это нужно делать. Да. Поэтому я думаю, что рано или поздно индустрия к этому придет, и если не издатель игры, то мы видим, например, что делает и Лига, что делает Эпицентр. Все больше и больше запрос идет, и игроки не смогут этому сопротивляться. Я думаю, что ситуация будет меняться. И моя мечта сбудется. Ром, с тех пор, как ты пришел в киберспорт, что поменялось в твоей жизни? Что добавилось? Что, не знаю, вывело тебя на какие-то новые границы? Расскажи. В моей жизни стало больше киберспорта. В моей жизни стало меньше свободного времени. В моем паспорте стало сильно больше штампов. Мне кажется, еще добавилось то, что ты теперь прекрасно можешь говорить со школьниками на одном языке. Да, на фудкорте иногда бывает. Я тут стоял в очереди в крошку-картошку, сори за product placement, и подходят чуваки, говорят, ты из Virtus.pro, ты знаешь Пашу Бицепса? Я говорю, да, пойдем типа, в Медиамаркт, он там недалеко. Он говорит, да ладно. И мы дошли, и он его увидел, и было счастье. Мой френд тебе говорил, наверное. Да. Такие моменты делают тебя счастливым тоже. Да, слушай, помимо бородатого мужчины, что за последние полгода в твоей жизни нового появилось? Стало больше музыки группы «Серебро» там или... Слушай, в моей жизни появилось, я сейчас скажу даже сколько, так что там у нас, 5, 15 новых прекрасных мужчин появилось в моей жизни. Это не считая тебя, Кубина и остальных. И прогулок по ночной Атланте. Да, прогулок по ночной Атланте с Пашей Бицепсом, с экскурсиями. В общем, в моей жизни стало еще больше братанов, вот, и опять же, печати в паспорте. И еще будут печати в паспорте совсем скоро в другом паспорте, да. В общем-то, жизнь поменялась к лучшему. Единственное, что я научилась банить людей в социальных сетях, а так прям все отлично. Я надеюсь, что наша с тобой вот нынешняя поездка вообще совершенно на новый уровень выведет нас и в плане любви к организации, к любви к нашим дотерам. И мы, собственно, ждем результатов дальнейших игр, ждем, готовимся к плей-офф. И вам советуем, ребят, поддерживайте нашу команду Go VP.